Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на ежегодной премии «Золотой Номанас». Впервые церемония проходит в онлайн-формате. Поэтому хочется сказать «Привет, мир!». И перед тем, как мы начнем, я хочу сделать небольшое сообщение. Это касается моей супруги. Дорогая, я в Кургане по своей воле. У меня все хорошо. Поэтому, друзья, поехали! Ну и для начала, несмотря на трудности уходящего года, ваша компания не только продолжила работать, но и смогла порадовать клиентов и сотрудников рядом достижений. Поэтому, друзья, давайте вспомним некоторые из них. Среди городов работы сервиса самым западным является город Калининград, самым восточным Петропавловск-Камчатский. Север – это Норильск, а юг – Дербент. Можно сказать, что Максим покрестил всю Россию, включая Дербент. Итак, идем дальше. 23 марта сервис такси выполнил заказ в 500-м населенном пункте России. Им стал поселок городского типа Шексна в Вологодской области. Интересно, что первый же пассажир вызвал такси, чтобы побыстрее и подальше уехать из Шексны. Друзья, ваша компания в этом году продала 6 вездеходов «Бурлака» в Антарктиду. Давайте поаплодируем этому факту. И состоялись первые лизинговые продажи. Я считаю, что это очень круто, делать такие сложные машины. По мне, так это настоящее искусство. Если бы сейчас Репин писал «Бурлаки на Волге», то эта картина выглядела бы вот так. Автослужба механики почти полностью перевела японские машины Isuzu на газ. Я считаю, что это вообще очень по-русски, знаете, подсадить иностранных партнеров на газ. Шикарная русская традиция. Ну что ж, друзья, это далеко не полный список всех ваших достижений, поэтому смотрите премию «Золотой Номанас», а мы продолжаем. Поехали! Спасибо, спасибо. Можно еще аплодировать, не останавливайтесь. Я думаю, что все Да. Спасибо, мама. Друзья, сегодня все общение с гостями будет происходить именно здесь, в баре, потому что бар — это самое лучшее место, где можно легко и непринужденно общаться. Давайте встречать гостей! Руководитель юридического управления Максим Шушарин и руководитель отдела правового обеспечения международной деятельности Юлия Ткаченко. Юлия, Максим, 5, привет. Максим, начнем с вас. Смотрите, я знаю, что вы были одним из авторов закона о такси в России. И хочу узнать у вас, за что вам должны быть благодарны все таксисты страны? Ну, кстати говоря, не совсем правильно. То есть не одним из авторов, одним из авторов альтернативного, так скажем, законопроекта. Вот. И он до сих пор там где-то висит, болтается. Я думаю, что его уберут. Я включил канал РБК, и вот в какой-то момент просто потерялся там вот просто в этих терминах, в вашей длинной речи. Да. Невозможно. Сорян. Юлия, можно к вам вопрос? Смотрите, вам приходится много работать с законами не только в России, но и в других странах. Поэтому расскажите, пожалуйста, часто ли вы сталкивались с откровенно странными законами? Возможно, у вас есть какой-то, может быть, вспомните какой-то самый необычный закон. Ну, странными, наверное, нет. Странными, наверное, не скажу. Скажу, есть сложности работы с каждой страной индивидуально. Но на ум почему-то приходит Иран. Там самое сложное? Сложность работы, связанная с языком, на котором эти законы написаны, и невозможностью найти их хотя бы на английском языке. Итак, отталкиваясь от этого факта, я предлагаю вам принять участие в викторине под названием «Это вообще законно?».
Так, друзья, суть правила. На экране законы разных стран. Ваша задача догадаться, он реально существует или мы его выдумали. Хорошо. Окей. Юль, для вас вопрос. Вы можете жениться на собаке. Закон или вымысел? Ну, смотрите, учитывая, что... Скажи, я не могу. Если вы... Я не могу Жениться вообще на даже собаке. осмыслить этот Кстати вопрос. говоря, да. жениться, а в отношении тебя-то выйти замуж? Максим, как вы считаете, закон это или вымысел? Я думаю, да. Да, в смысле закон или Да. в смысле вымысел? Да. Да, в смысле, то есть мне разрешено законом жениться на собаке. Да. Не хочу даже думать по поводу этого бреда. Зря вы не слушались Максима. Итак, внимание на экран. Друзья, действительно есть такой закон. Он действует в Швеции, Индии и США. Пока ужас. Максим выигрывает. Итак, если у тебя нет денег заплатить за такси, ты можешь расплатиться сексом. Я думаю, нет. А я думаю, да. Максим, Ну, кто меня спрашивает? ну в смысле, как вы думаете, почему нет? То есть вы хотите сказать, что нельзя заплатить сексом? Ну, конечно, не надо такие отношения переводить в товарно-денежные, правильно? Это же опошляет. То есть с собакой у тебя можно было, Да. а А здесь нет. где логика? Где-то здесь потерялась логика. Максим, ну представьте, вы едете на шикарном автомобиле. За рулем очаровательная девушка, очень красивая. Вы въезжаете в определенный штат, где говорят, ну, пожалуйста, все, мы доехали, можете выходить. Вы говорите, ну, вот ничего нет. Что мне делать? Она говорит, есть одна лазеечка. Я, скорее всего, убегу, потому что я люблю сам контролировать ситуацию и планировать свои действия. То есть все-таки вы считаете, что Я считаю, что нет. это вымысел? Итак, друзья, внимание, смотрим на экран. Друзья, это настоящий действующий закон, который работает в штате Мэн. Поэтому, Максим, ну что, вы промахнулись, хотя до этого вообще в остальных вопросах вы были просто прекрасны. Юля просто прекрасна сама по себе. Поэтому давайте. Ну что, Ей даже отвечать не надо, правильно? Спасибо за игру. Ну а сейчас настал тот самый момент, когда мы должны узнать, кто же победит в премии «Золотой ананас». И в этом году Максим Белоногов это будет делать через Zoom, будет поздравлять и награждать лично. Поэтому, Максим, вы на связи. Да, Дмитрий, здравствуйте. Слышу вас отлично. Начинаем награждение. В номинации «Всем пример» победила Елена Колосовская. В номинации «Профи» Олег Забков. В номинации «Открытие» Роман Панкратьев и Игорь Исаев. А сейчас мне не терпится позвонить этим людям и лично всех поздравить. Давайте сделаем это. Я, собственно, что позвонил-то? Вас двоих хочу незамедлительно поздравить и вручить вам ананас золотой. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Максим Александрович. Спасибо, очень приятно. Скажем так, это неотъемлемая часть жизни, поэтому спасибо, что оценили. Будем стараться еще больше. У нас есть приз «Золотой ананас» в этом году в номинации «Профи». Он достается тебе. Можешь что-то в ответ сказать, если хочешь. Я даже не знаю, что сказать. Это неожиданно достаточно. Спасибо, будет достаточно. Спасибо, с наступающим. Пока-пока. Спасибо. Ребят, это очень круто, давайте аплодировать, потому что это действительно круто, что у нас есть чем гордиться в стране. Юль, я правильно понимаю, что Максим ваш руководитель? Да, Вот, вы к нему хорошо относитесь? конечно. Вы его любите, уважаете? Он Да. самый лучший на свете. Итак, порой бывает, знаете, очень сложно руководителю что-то говорить в лицо. Поэтому говорю в спину. Будем говорить в спину. Да, поэтому сделаем это в формате игры, которая называется «За спиной у шефа». Юля, смотрите, у вас появился ноутбук не случайно. У Максима ничего не появилось. Ничего нет. Итак, суть. Я задаю вопросы о Максиме. Сначала на них отвечает Юля, печатает в ноутбук, а затем Максим отвечает вслух. Будет еще очень интересно. Давайте, Хорошо. Максим, разворачивайтесь. Опишите Максима как руководителя 3 словами.
Ну, типа, знаете, там, секс, гармония, Гормоны. секс, гормоны, рок-н-ролл. Итак, пока 2. Друзья, я надеюсь, вы все видите, что пишет Юля. Юля пока стесняется, пока почему стесняется. Ну и секс. Просто вот так и оставьте, мне кажется. Друг, хорошо. Итак, Максим, смотрите, Юля ответила. Теперь, как вы думаете, что она о вас написала? Но я могу предположить, что 3 слова о себе. может быть это юмор, может быть это шутки, может быть это, не знаю, участие, внимательность. Ну, в общем, вот что-то из этого. Максим, есть ощущение, что все, что вы рассказали о себе, ну реально, вы вот шутите, сами смеетесь, это вот как бы Ну, все сам с замечают. Вообще, Максим такой молодец. Ему вообще интересно с самим собой. Давайте посмотрим. Максим, посмотрите, что написала Юля. О, Господи! Ласты, требовательный друг. Вот это да! Юль, Он сейчас открыл себя с новой стороны. отлично. Но мы на самом деле сейчас узнаем о Максиме очень много интересного. Итак, Я сам узнаю о себе, чувствую. вот интересно сейчас будет. Итак, у каждого человека есть сильные и слабые стороны. Какая самая слабая сторона у Максима? Кудри. Так, друзья, смотрим. Я сбился со счета. Вы как бы вот, подождите, Максим, пока не ворачивайтесь, просто задам вопрос Юле. Вы имеете в виду, хочется каких-то разнообразий вы имеете? Да. Чтобы это как-то происходило более интересным. Ну да, что-то такое. Итак, Максим, как вы думаете, что за слабая сторона у вас, по мнению? После слова плетка и разнообразие я даже боюсь представить, что там написано. Может быть, доверчивость излишняя? Можно посмотреть? Да, давайте смотреть. Не умеет реально наказывать. Не умеет реально наказывать. Ну, Вот. где-то близко, да. А что за случай? Вот что такое то есть было? Кто-то провинился, Максим такой, так, наказываю каждую среду, чтобы не появлялся в офисе. Типа, что? Но я ведь не буду с Юлей разговаривать матом, правильно? Мы сейчас Вот. узнаем, у нас следующий вопрос будет об этом. Ага. Итак, продолжаем. Итак, приготовились. Вопрос. Насколько сильно Максим матерится на работе по 10-бальной шкале? Готово. Итак, Максим. Ну, пусть будет середина шкалы, пусть будет 5. Типа 5, ну, то есть вы так в среднем используете ненормативную лексику, да? Ну, да, редко, но метко. Так, давайте смотреть. Итак. Нихуя. Вы невероятно крутая пара. Давайте еще раз вам поаплодируем. Вы Горько. действительно веселые ребята, да. Друзья, одним из главных слов 2020 года стало слово «удаленка». И это не случайно. Люди привыкли к тому, что все можно решить дистанционно. Мы решили воспользоваться этим и проверить, готовы ли сотрудники холдинга прийти на помощь режиссеру церемонии, то есть неизвестному человеку. В нашей рубрике «Созвон». Поехали! Звоним Киркитадзе Абисалому Гулливеровичу. Так как он настоящий грузин, надеемся, что он нас встретит по-братски. Алло. Абисалом Гулливерович? Да. Здравствуйте. Вас беспокоит режиссер новогоднего мероприятия премии «Золотой на Манас». Дело в том, что у нас в этом году мероприятие будет онлайн. Так как 2021 год будет год быка, можете промычать? Попробуем промычу. Давайте. Да, готовы? Давай, готов. Итак, 3, 4, пишем. Так, я не понял, просто сейчас звук был, как будто просто, как будто машина проехала мимо. Так, давай-ка. Значит, как? И это. Браво, браво.
Звоним Маркину Алексею Викторовичу, директору по развитию. Его знают абсолютно все. Посмотрим, как он справится с заданием. Алло. Алло, Алексей Викторович, здравствуйте. Здрасте. Алексей Викторович, смотрите, дело в том, что мы готовим видеоролик, в котором каждый сотрудник телом изображает букву, чтобы получилось такое, знаете, пожелание коллегам. То есть мы пишем с годом быка родные. В общем, нужно сделать фото и прислать в WhatsApp. Осталась буква «ы». Да, буква «ы». Буква И. А что, попроще-то нет буквы никакой, там А, например, там, или О. Ну, сказать, что с буквой «ы» вы справитесь. Это мне одному надо или помощникам уже привлечь какой-нибудь? Просто не представляю, как букву «ы» надо сделать. Ну, я не знаю, если у вас есть, кто вам может помочь, не знаю, человек с животом, там, я не знаю, ну, что-то вот, беременная женщина. Ладно, что-нибудь придумаем. Буква И. Алексей Викторович, спасибо вам огромное. Друзья, а сейчас мы будем звонить Беляшовой Наталье Владимировне, руководителю службы управления персоналом. Алло. Алло, Наталья Владимировна. Да, здравствуйте. Здравствуйте, вам удобно сейчас разговаривать? Да, кто это? Скажите, как его зовут? Это режиссер новогоднего мероприятия ежегодно. Все, поняла. Вот, Да. я думаю, что вас предупреждали. Так вы знаете, что у нас премия называется «Золотой наманас». Вот нужно будет наманас спеть на мотив Буратино. На, ту-ту-ту-ту-ту-ту, мо, Да, я ту-ту-ту-ту-ту-ту, поняла, да, самое популярное. нас, ту-ту-ту-ту-ту-ту. В конце и потом на, ма, нас. Вы сможете это сейчас сделать, потому что мы сейчас находимся в студии и можем вас прямо сейчас записать. Ну, не знаю, давайте попробуем. Давайте попробуем. 3, 4, пишем. На, ту-ту-ту-ту-ту-ту, мо, на-на-на-ту-ту-ту-ту, на-на-на-на-на-на. На, мо, нас. Браво, Наталья Владимировна, браво, отлично, сейчас было здорово. И можно еще отдельно, чтобы вы записали просто та-та-та-та-та-та-та. Да, хорошо. Хорошо, давайте. Та-та-та-та-та-та. 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 Браво, браво, Наталья Владимировна, браво, аплодисменты. Спасибо. Последняя просьба, если получится, на видео записать вот то же, что вы сделали, чтобы мы потом могли еще это видео соединить со звуковой дорожкой. Хорошо, Наталья Ну, Владимировна? хорошо. Спасибо, Хорошо. спасибо вам огромное. А сейчас мы смотрим видео от Натальи Владимировны. На. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. На. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. С. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. На. Мо. Нас. Туру-ту-ту-ту-туру-ту-туру-ту-туру-ту-туру-ту-ту-ту. Итак, идем дальше. Михайлов Роман Сергеевич. Звоним самому веселому заместителю директора по маркетингу. Алло. Алло, Роман Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Будет онлайн сказка, постановка. И вам досталась роль ежика. Наверное, Евгений Викторович постарался в распределении ролей. И мы все роли заранее распределили. Текст такой. Туфти-туфти, туфти-ту, самый сильный я в лесу, но боюсь одну лису. И в конце еще так вот. Вот так сделать. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Пишем. Тухти-тухти-тухти-ту, самый сильный я в лесу, но боюсь одну лису. Браво! Спасибо огромное. Да не за что. Уточнить хотели. Скажите, какой у вас размер одежды, чтобы нам костюм подобрать вам еще? 56, где-то 50, я крупный мальчик. Вы не изменитесь к 26 числу, чтобы просто понимать, какой размер костюма ежа? Нет, я точно не изменюсь к 26 числу. Но это не точно. Роман Сергеевич, низкий вам поклон. Звоним Андреевой Татьяне Владимировне, директору кондитерской фабрики «Славянка». Мы знаем, что она разбирается во всем. Посмотрим, разберется ли она с нашим заданием. Алло, здравствуйте. Татьяна Владимировна? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Дмитрий. Максим Белоногов готовит сюрприз для всего холдинга. И то, что я вам сейчас скажу, об этом будут знать только вот мы втроем. Максим, вы и я. Он пригласил Светлану Лободу
и предложил, чтобы ее кто-то объявил из сотрудников. Вот. И решили, что это будете именно вы. То есть ведущий объявляет, вы выходите и начинаете петь песню Светланы Лободы. То есть... Я? Да. Смотрите, там как поется «Твои глаза». Такие чистые, как небо. Назад нельзя. Такая сила притяжения. Божечки мои. Ой, что делается? И давайте вот последняя строчка. Назад нельзя, такая сила притяжения. И чуть-чуть потянуть. Готовы? Пишем. Твои глаза такие чистые, как небо, назад нельзя. Такая сила притяжения. Твои глаза. Браво, браво, Татьяна Владимировна, спасибо вам огромное. Что-то вы вообще, я, конечно, сама ржу с себя, вот это что происходит. Но вы большая молодец. Ну да, что я большая-то я помню. She has the most amazing laugh. А сейчас мы будем звонить Агееву Александру Сергеевичу, заместителю директора по общим вопросам. Он будет участвовать в танцевальном флешмобе, но фишка в том, что он это будет делать абсолютно один. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что у нас времени совсем осталось очень мало, а мы делаем глобальный такой, знаете, танцевальный флешмоб. Там танец несложный. Ладно, ну я сейчас попробую. Хорошо. Смотрим, Александр Сергеевич. Dámela bien rica. Vámonos pa' acá pa' la esquinita. Ok. Dámela que está bien bonita. Mamacita. Dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bam bam y grita. Bienvenidos a la cripta. Александр Сергеевич, спасибо огромное. Слушайте, когда мы снимали этот ролик, мы реально, ну, честно говоря, не рассчитывали на такую отзывчивость коллег, потому что это действительно было очень круто. И по ощущениям, у вас такие сотрудники, что просто вот такая команда, которую, мне кажется, вообще просто невозможно победить. Поэтому эти аплодисменты вам. Спасибо большое. Вы очень крутые. Друзья, следующие гости представляют IT-сферу, в которой лично я ничего не понимаю. Надеюсь, после беседы с ребятами я хоть как-то начну в этом разбираться. Давайте встречать наши гости. IT-директор Игорь Татаринцев и IT-архитектор Сергей Макеев. Так, здравствуйте, ребята. Добрый день. Я вижу, что вы прям очень серьезно, так, основательно подошли, уселись. Есть ощущение, что мы с вами здесь надолго. Игорь, я знаю, что о вас очень большое количество каких-то интересных фактов. Не знаю, где это произошло, но вы приготовили более 30 видов алкогольных напитков, из которых вы попробовали только один, а все остальные выпили другие люди. Да. У меня вопрос, что с остальными людьми? Живы. Все хорошо? Да, не ослепли. Не ослепли, да? То есть, что были за коктейли? Это не коктейль, это самогон. А, это самогон. Готовил у себя на участке приусадебном, если это имеет значение. Не, ну просто интересно. Есть такое, что около вашего дома, ну, просто тусуются ребята, Не, ходят кругами? Не, это мои друзья и коллеги, и учредители в основном. И учредители? В качестве дегустаторов выступают периодически. Так, я так понимаю, что вы действительно любите самогон. Ну, я его И, не в принципе, пью. по скорости вашей речи я понимаю, что, ну, вы действительно любите самогон. То есть, Я его люблю делать. Ну, давайте, доставайте. Что вы принесли? Павел. Да. Это самогонка, которую я приготовил очень интересным способом. Я сначала сварил
пива. Порядка из 40 литров браги получилось у меня 2,5 литра конечного продукта. Можешь пробовать. Я немножко переживаю. Почту за честь. Может, просто понюхать? Не, лучше... Игорь, ну что вы? Игорь, у нас же это еще... ж курган. И у нас же еще гости. Что будет? О, ребят, Антон, ну реально. присоединяйся. Давайте нальем человечку. Ну, я просто понимаю намек, конечно. Вот этот человек один из дегустаторов бывалых. Сереж, давай, секс на пляже. За Новый год? За Новый год, друзья. 65 градусов, но реально пьется легко. Игорь, вы бог. Просто шикарно. Спасибо большое. Я могу? Еще. Еще. Так, пришло время поболтать, друзья, немножко. И учитывая ваши интересные, уникальные увлечения, я предлагаю сейчас сыграть вам в игру, которая называется «Кто круче?». Суть какая? Сейчас нам нужно будет по очереди нажимать на кнопку и говорить какой-то очень крутой факт о себе. Любое достижение, которое вы считаете реально крутым. Понятно? Ну что-нибудь, эй, мы пойдем за тобой! Ну что-нибудь такое, Сереж, да? Нету таких достижений. Нет таких достижений? Сейчас посмотрим. Итак, мои достижения. Я веду премию «Золотой Наманас». И нас... Подождите. Раньше времени, куда вы там, фальстарт? И нас смотрит 5000 человек. Раунд! Давай. Сереж, я не очень громко? Громко. Бля, айтишники, вы вообще кайфовые. Я с вами хоть на край света, ребят. Сидим, Просто молчим. Да. вообще сидите, молчите. Говорю, Серега. что вы... Давай, крутой факт. Давай. Поехали. Ну скажите, Больше, у меня в подчинении... Больше программистов, чем у кого-либо в кургане. Нажимай. Да, 300 крепостных. Ну вот. Так, же я за вас все буду говорить, что ли? Я Я тут работаю... сейчас за вас накидался. Вы отказались пить. Сейчас за вас еще буду. Итак, Игорь. Ход переходит к Игорю. Нет, почти, это я. Да. Я работаю в самой крутой IT-конторе в Кургане. Серьезно. Игорь. Был на допросе у генерала из стражи Исламской революции. Ага, мы прям по короночкам таким. Ребят, крутой факт от меня. Я выступал перед 8 президентами, которые одновременно сидели и смотрели наше выступление. Съели? 20 раз прыгнул с парашютом. Я только один. Что, Сереж? Я только один. Что только один? Прыгнул. С парашютом. Говорите, Только один. я только один раз прыгнул, но без парашюта. Я все-таки с парашютом. А я смотрел, как вы выступали в КВН. Не, я согласен, если бы это, знаете, типа, было настолько отвратительно, что нужно было преодолеть себя, типа, это все. Наоборот, мне Типа, нравилось. смотреть, чтобы вас не вырвало, типа, ну, это достижение, я согласен. Игорь, засчитываем, потому что мне интересно, что скажете вы. Мне вот от вас факты вообще разрывают. Знаете, вот я лично считаю, что Серега круче меня, если серьезно. И вот эти вот факты все, они как бы ни о чем не говорят. Да что ж ты делаешь раз за разом? Ну реально, просто так умеет говорить, просто так красиво говорит вообще. Просто Давай любые покажу. слова просто превращаются в тост. Просто скажите что-нибудь еще. Ну просто вот скажите что-нибудь. Да, По чуть-чуть. Слушайте, но это я не знаю, вы знаете... Попробуй только чуть-чуть. давай. Во. Вот это начало. Сейчас Сергей разговорится. Серега. Кнопку затыкает нам. Пожалуйста, тост. И вообще, вы знаете, в курсе, вы бухаете мой самогон вообще, на самом деле. Давайте это, Да. не налегайте. А тост следующий. То есть, Давайте. на самом деле, тост за обычных курганских парней, за ту судьбу, которая очень
длинными, иногда окольными путями, которые иногда, достойны экранизации какой-то, свела нас вместе и позволила нам сделать то, что у нас вышло у всех вместе. Я попробую. Необычную курганскую. Ребята. Обычные курганские парни, да. Итак, все внимательно смотрим на Сергея. Просто смотрите, интересно, произойдет ли трансформация. Итак. Че, Серега, норм? Норм, но крепко. Ждем, ребят, тут как бы надо чуть подождать, так быстро не произойдет. Сейчас, Антон, мы вас провожаем. Спасибо большое. Итак, вернемся к премии. Вопрос, кто-нибудь из вас получал премию? Нет. Итак, друзья, предлагаю прямо сейчас узнать, кто получит премию «Золотой Наманас». Победителей будет поздравлять, безусловно, Максим Белоногов. Поэтому, внимание на экран, у нас связь с Максимом. Максим. Итак, в номинации «Сила интеллекта» победил Станислав Краснощеков. В номинации «Прорыв» Олеся Никитенко. В номинации «Инновация» Дмитрий Казанцев и Денис Орлянский. В общем, ребятки, от всей души вас поздравляю с Новым годом. Вот, я до слез тронут, что у нас работают такие люди, как вы, что вы так заботитесь о нашей компании, что она вам не безразлична, что продвигаете что-то новое. Спасибо вам большое. Если хотите, что-то можете ответное сказать, а нет, так и черт с ним. Спасибо большое. Спасибо. Что работаем? Ребята, вас обнимаю. Так держать. Надеюсь увидеться снова с вами в каких-нибудь номинациях в следующем году. Будем стараться. Спасибо. Пока-пока. Ну что ж, друзья, Игорь, спасибо большое, что вы вообще так радуетесь за других людей. Вообще нет ни нотки зависти. Это реально очень круто. Держите, пожалуйста, этот бокал. Преобразитесь в такое, знаете, в новогоднее немножко настроение. На лице добавьте новогоднее настроение. Потому что вы сейчас будете читать новогодний текст. Но не обычный новогодний текст. Мы его зашифровали с помощью бинарного кода. Готовы, Игорь? Да даже если вы не готовы, господи, куда вы денетесь, да? Да. Друзья, поддержим Игоря! Дорогие коллеги, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Главное помните, что 0, 0, 0, 1, 0, 1. Это не просто слова. С новым 2, 0, 2, 1. Друзья, давайте аплодировать Игорю, потому что это было невероятно круто. Я никогда в своей жизни не видел человека, чтобы именно с таким выражением лица человек произносил рецепт оливье. Спасибо. Спасибо большое. По статистике, уровень позитива в 2020 году в России упал на 30%. И мы решили это исправить. Поэтому на улице Кургана вышел наш специальный корреспондент, символ наступающего года Бык Максим. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance.
So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood. А я думал, сова. Ну, я к тому, что я сильно удивился вообще увидеть там Максима. Поэтому, Максим, спасибо вам огромное, что вы подняли настроение всему Кургану. Итак, следующие гости нашей студии отвечают за развитие и рекламу компании. И учитывая, что Максим представлен более чем в 800 городах по всему миру, они делают свою работу прекрасно. Давайте их встречать. Директор по развитию Алексей Маркин, заместитель директора по развитию регионов Роман Михайлов, руководитель отдела рекламы Олеся Насонова. Так, Алексей, у меня вопрос. Вы сейчас выходили под известную песню «Зеленоглазое такси», и у меня вопрос. С чем вообще это связан этот выбор? Это ваша любимая песня, правильно? Моя. Это вы так захотели? Ну да. То есть у Олеси вы не спрашивали, что, в принципе, я хотела под Светлану Лободу, ну, как бы, нет. Выйдем под «Зеленоглазое такси». Ну, конечно. Да, что, несколько факторов здесь получается. Что связывает вас с этой песней? Вы под эту песню целовались или... Не, мы работаем же в такси, получается, вот здесь. А еще этот исполнитель, получается, главный мушкетер. Так. И еще он болеет за «Зенит», а я тоже за ЦСКА. Тогда все логично. Ну да, вот Роман, так. как вам в этой компании неадекватных людей? Понимаете, у меня так получается, так сложилось, что в этой компании я провожу больше времени, чем даже с семьей. Поэтому я себя прекрасно чувствую в этой компании. Поэтому вы обожаете «Зеленоглазое такси», да? Обожаю. Так, все, разобрались. Олесь, давайте с вас теперь. Если бы не было меня в компании, то... Давайте я скажу скромно, просто красоты бы в этой компании не было, вот и все. Ну и реклама не так хорошо бы шла. А как же Алексей? Ну, он же не девочка. Сейчас мы вернемся к номинации «Золотой Номанас». И как вы думаете, кто мог победить в номинации «Бизнес-идея»? Алексей, мы вас не спрашиваем. Меня, наверное, тоже можете не спрашивать. Роман тоже выпадает. Да. Итак, Олеся. Я опять повторю, Опять ваш отдел. список. Да, конечно. Ваш да, отдел. Именно. Все, разобрались. Друзья, ну а теперь пришло время действительно узнать, совпало ли ваше мнение с мнением жюри. Поэтому мы передаем слово Максиму Белоногу. Максим, вы на связи. В номинации «Золотые руки» победил Роман Хрюкин. В номинации «Лучший старт» победила Светлана Шелкова. В номинации «Бизнес-идея» победила Джана from Philippines. Oh, John, hello. Hi. Hello. Honestly, no. It's my first time to see you. Okay. I'm from Russia. My name is Maxim. I'm owner of Taxi Maxim. Nice to meet you, sir. Oh, nice to meet you too. And I call you about. I have congratulations for you and this present. Yeah, I appreciate it. I did not expect it, actually. Okay, great. Thank you so much. Спасибо большое. Я это очень ценю, очень признательна. У меня есть для тебя золотой номанас, вот, который мы тебе передадим. Я думаю, может быть лично, может быть как-то по-другому, да. Вот. Ты победила в этой номинации «Лучший старт». Большое спасибо. Что я еще могу сказать? Вот, я очень рада, что работаю вот, да, уже полгода в этой компании. Всем желаю дальнейшего развития и чтобы сервис заказа такси Максим захватил весь мир. Мне кажется, мы уже очень близки к этому. Ну да, останавливаться мы точно не будем. Тут у меня написано, что ты за 2 вечера забрендировал 7 пассажирских автобусов. Было такое. Ну,
очень прямо до глубины души я тронут, что такие люди, как ты, поддерживают нашу организацию, меня лично, я это как на личный счет воспринимаю, естественно. Огромное хочется сказать спасибо за твою работу и заслуженно поздравляю тебя с победой в номинации «Золотые руки». Спасибо. Пока-пока. Счастливого Нового года. Спасибо большое. В первую очередь хочется вам сказать спасибо за вашу искренность и включенность, то, что вы реально в этом всем сильно поучаствовали. Но мы вас не отпускаем, потому что мы понимаем, что вы, ребята, легкие на подъем. Мы должны вас юзать до конца. Вот, поэтому хотим проверить вас на знание компании «Максим» в нашей рубрике, которая называется «Максим в цифрах». Итак, так как вы люди, которые занимаются продвижением компании, должны знать о ней практически все. И поэтому задание будет следующим. Я задаю вопрос, ответом на который является цифра. Вам необходимо набрать эту цифру на шагомере, делая активные движения. Понимаете, да? И кто ближе будет к правильному ответу, тот получает балл. Все очень просто. Первый вопрос. Сколько лет холдингу? Поехали! Как голова отвалится. Смотрите, если вы закончили, поднимайте руку вверх, чтобы я понимал, что все, вы закончили. Итак, смотрим, что же у Романа. У Романа 17. У вас что? 0. У Олеси 1. 1. Так. 24! Итак, друзья, а правильный ответ 17. И Роман просто невероятно точно дал ответ. Итак, сколько самолетов и вертолетов вместе сейчас составляет летный парк в холдинге? Ребят, тут стыдно не знать, это ваша гордость. Поехали. Ребят, вы совсем согласны? Все. Что, все? Все. Не, мне кажется, здесь прикольно ошибиться, ну, сильно. В десятке, да? Да, чем, как бы сказать, у нас 3. Не 3 у нас, нет? Итак, у вас, Роман, 7, 14, правильно же говорю? И у вас 12. В летном парке самолетов и вертолетов 30 штук, представляете? 30. Олеся была ближе всех, потому что у нее получилось 14. Друзья, тут очень важно быть сейчас максимально аккуратным. Итак, сколько у холдинга учредителей? Ну, это вы должны знать. Готов! Олесь. Я боюсь шевелиться. Слушайте, ну по движению было сразу понятно, но мне интересно, что покажут датчики. 2,5! Истерика. Друзья, приготовьтесь. К сожалению, мы должны с Романом попрощаться, потому что настолько ошибаться в количестве учредителей невозможно. У Романа шагомер показывает 11. 11 учредителей. 23 уже. Уже 20. Я говорю, 2,5. Уже 23. И где-то заперли в комнате, они размножаются. Итак, Олег. Что, тоже 11? Ром, посмотрите, пожалуйста, 11 реально показываю? 12. 12. Уже 12. Ребята, ну у Алексея это 6. 6. Просто Алексей у нас ювелир вообще. Все, и там никуда больше. Друзья, аплодисменты Алексею, потому что он ближе всех остальных. Сколько сотрудников работает на кондитерской фабрике «Славянка»? Ну что ж, поехали! Дискотека! Но мне все равно интересно, кто будет ближе. Подожди, не снимай, Ром. А я неправильно одел. Сейчас посмотрим, кто будет ближе. Не удивлюсь, если будет да. А сколько их вообще? Давайте смотреть. Вверх ногами у вас 93. У вас 135. А я обнулял. Алексей обнулял 82.
82. Друзья, что, все танцуют? Ребят, если А может вдруг- мы сложим их просто все цифры? Нет, конечно, давайте сложим. Конечно, сложим, но все равно хочется отметить человека, который был ближе. Это была Олеся, потому что на фабрике «Славянка» работает 240 человек. Поэтому давайте аплодировать Олесе. Так, ребят, от себя хочу сказать вам огромное спасибо. Вы... Блин, да нет, ну что, я хочу опять сказать, что вы классные, но мне с вами было хорошо, вот серьезно. Вы знаете, реально было душевно, классно, даже весело, да. И мы вас провожаем, Роман, под вашу любимую песню. Друзья, идите. Финальный гость нашего шоу, человек, который считает, что генеральный — это не работа, это жизнь. Друзья, встречайте, генеральный директор и капитальный красавчик компании Антон Клементьев. Антон, здравствуйте. Добрый день. Или Рады вечер. вас. Что за окном я не вижу? Что, ну, судя по тому, что вокруг так темно, это добрый вечер, да. Итак, смотрите, в этом году вы номинировались на «Золотой Номанас» в категории «Сила интеллекта», но награда досталась Станиславу Краснощекову. И вот мне такой вопрос. Скажите, Станислава ждет увольнения или нет? Ну, учитывая, что я принимал участие в выборе, так скажем, номинантов. То есть не то, что вы в какой-то момент просто отвлеклись? Ага, ну ладно, пусть будет так. Нет, это ваше решение. Да, и на самом деле я еще парням написал, которые меня номинировали. Это Степ. А почему Степ? Подождите, ну... Ну, не надо так льстить-то уже совсем. Потому что я себя не считаю таким гениальным. Я все-таки имею какие-то особенности, может быть, по сравнению с другими людьми. Но мы все-таки команда. И я считаю, что люди, которые у нас работают, сделали нашу контору, а не я один. Достойно аплодисментов. Я уверен, что вы, безусловно, так как вы принимаете решение, кому отдать премию в номинациях, безусловно, знаете практически, наверное, всех сотрудников и, возможно, всех, кто сегодня у нас был в гостях. Мы хотим проверить, насколько хорошо вы реально их знаете. И предлагаю вам сыграть в игру, которая называется «Интуиция». Антон, итак, игра «Интуиция». Все очень просто. Сейчас на экране появятся ваши сотрудники и факты о них. Ваша задача сопоставить фото и факт. Значит, факты. Служил в Чечне, в 16 лет носил усы, готовец с 6 лет, похудел на 10 килограмм, раньше работал в городской администрации, хорошо, что не написали «работала», умеет делать фигуры высшего пилотажа и фиговый самбист. Давайте начнем. Служил в Чечне. С этого факта. Давайте ткнем в Алексея Медведева. Ой, Медведева. Кстати, я ловко А что говорил. за Алексей Медведев? А вы его не видели? А можно его на картиночку? Ну и потом это вляпаете как бы. Да, вляпаем. Вот Надеюсь, мы не вляпаемся потом в этой ситуации. Так, вы говорите, что... Алексей служил в Чечне. Алексей Маркин? Я готов целовать песок, по которому... На который ты сходил. На который ты сходила? Ну, давайте в такой версии. Итак, дамы и господа, дайте нам правильный ответ, и мы посмотрим, Антон отгадал или нет. Ребята, аплодируйте, аплодируйте. Это сразу с первого раза человек попал. Итак, в 16 лет носил усы. Как вы думаете? Да, уже кто уже в 16 лет был модным? То есть он знал, что... Я знаю, что вот эти два отваливаются тоже. Кто отваливается? Ну, там Игоряна отвалим тоже. Я как-то его видел. А что с Игоряном, скажите? С Игоряном, да все нормально с ним. У него растут усы вообще? Ну, если долго не брить его, то точно вырастут. Не, ну вдруг, знаете, бывают люди, у которых не растут усы такое. Серега Макеев носил усы у нас 16 лет. Это окончательный ваш ответ? Так все серьезно, у меня ж руки трясутся. Может, бухнем? Уважаемый компьютер, дайте, пожалуйста, нам правильный ответ. Друзья, к сожалению, не совсем так. Это Роман Михайлов. Роман только что был у нас. Роман, я не знаю, вы сейчас в студии? Роман, это
Ну вы понимаете, что вы просто, ну какой-то, я не знаю, порно-актер. Вот просто, я не знаю, ну посмотрите, у вас шикарные усы, прическа, свитер, ну все прям модно вообще. Просто очень качественно. Теперь у меня вопрос, кто похудел на 10 килограмм? Идем дальше. Следующий факт. Верните, пожалуйста, нам таблицу. Итак, готовит с 6 лет. Я не знаю, может быть, вы будете дальше гнуть эту вот линию. Это Сергей Макеев. Это он, я знаю. Давайте Олеся сделаем, что она готовит 6 лет. Кто готовит? Пусть Олеся готовит 6 лет. Пусть Олеся готовит? Но она же раньше не работала в администрации. Так, итак, мы оставляем в итоге за Олесей звание какого человека? Готовит 6 лет. Готовит 6 лет. Внимание на экран, уважаемый компьютер, дайте, пожалуйста, нам правильный ответ, и мы посмотрим, отгадал ли Антон или нет. Ура! Ребята, аплодисменты! Настоящая интуиция прям. Настоящая, все совпало. Итак, вот сейчас тот самый сложный вопрос, на который вы не можете дать ответ, у вас мелькают разные люди. Кто похудел на 10 килограмм? Итак, дайте, пожалуйста, нам... Так-то люди не мелькают уже. На самом деле я не... Слушай, а как это вот оно... Почему не видно-то вообще? Вот я похудел, когда на 10 килограмм, я прям заметил. Прям вот... Вы по себе заметили? Ага. Ну, то есть вещи стали на вас висеть, да? То есть гардероб стал поменять? Ну да. Все вместе. Вот так, опять же, как похудел? Похудел, да, представляете? Сбросил, надо слово так. Похудел — это сразу мужчина. А сбросил — это может и женщина, и мужчина. Не, сбросил это про Тоже другое, сбросил, когда неожиданно нагрянула полиция, и вы что-то сбросили. Что-нибудь там это... У меня была такая история. Лишних 10 килограмм. Незаметно так лежит 10 килограмм. Что это? Сток сена, они маленькие здесь. Тут такие маленькие колхозники ходят, они тут что-то обрабатывали, вот собрали, вот куда-то везут, не знаю. В общем, давайте Юля все-таки это. Юля. Ну что, я вас не буду уговаривать предложить мне другую версию. Давайте оставим эту. Итак, Юля Ткаченко. Итак, уважаемые компьютеры, дайте, пожалуйста, правильный ответ. Это... Да как так-то вообще? Максим Шушарин. И если вы... Когда он был таким толстым? Вот, да, вы не застали эти времена? Нет. Это 11-й год. А вы с какого года работаете? Не, ну, в 11 году я общался с теми людьми, с которыми сейчас общаюсь, но вот это толстое, жмотное какое-то чудовище я не видел. Не, вы посмотрите, как сейчас Максим выглядит, просто посмотрите. Вот я и говорю, Максим, смотри, как тебе повезло, я тебя вижу только хорошим, красивым. Следующий факт. Раньше работал, да, в городской администрации. Это вы наверняка должны знать. Ну, здесь уже по методу исключения в очередной раз пошли, и получается, ну, Юле некуда деваться. Иди работай в администрации тогда в прошлом. Не Сергей Макеев, да? Этого опять я давно знаю, а вот там что-то кроется, что я опять не знаю. Итак, значит, вы говорите, что это Юля Ткаченко? Я думаю, что. Итак. Это же интуиция. Уважаемый компьютер, дайте, пожалуйста, нам правильный ответ. Ребята, здесь точное попадание. Антон совершенно правильно ответил. Это Юля Ткаченко. А вот теперь интересный факт. Умеет делать фигуры высшего пилотажа. Это неинтересный факт. Он сидел здесь и рассказал сам вот эту, условно говоря, историю. Так, ну кто это? Говорите тогда. Игорь Татаринцев у нас специалист по запусканию самолета в космос и по возвращению его обратно. Итак, друзья, смотрим правильный ответ. Совершенно верно, Игорь Татаринцев. И, друзья, интрига. Ради чего мы все сегодня собрались, потому что действительно сложно, победит Антон или нет. Итак, фиговый самбист. Как вы считаете, кто? Вообще с этой номинации надо было начать, потому что все подходили по этой номинации. И, собственно, методом исключения мы выбрали, что Серега Макеев, ну, самый фиговый самбист. Ребята,
Кто бы мог подумать, что Антон обладает невероятной интуицией и вообще практически всех отгадал. Антон, эти аплодисменты вам. Так, ну а теперь пришло время узнать победителей, обладателей премии. И мы в очередной раз с любовью передаем слово Максиму. Максим, вам слово. В номинации «Мировой уровень» победил Дирхам from Indonesia. В номинации «Командный игрок» победил Александр Петров. Поздравляем. Hello. Oh, hello. Do you know me? Yes, of course. Oh, really? Great. Anyway, I'm from Russia. Sorry about my English, but I'm from Russia and I'm one of owners of Taxi Maxim service world level. Yeah. Yes, it's a special nomination about your work in Indonesia and about a very fast career. You are incredible best man. Thank you. Тебя обманули, когда сказали, что будет планерка. На самом деле, я всех звоню и поздравляю с Новым годом. Особенно таких, как ты. Собственно, повод тебя поздравить – это золотой Наманас. Очень здорово, что и ты, и я, и мы вместе все относимся к нашей компании как к нашей, развиваем ее, растим как совместного ребенка, не знаю. Вот, и желаем ему только лучшего. Да, спасибо. Это уже больше, чем просто работа для меня. Поэтому спасибо огромное. Спасибо. Ну все, обнимаю тебя. С Новым годом. Спасибо. Давай, так держать. С Новым годом. С Новым годом. Пока-пока. Спасибо большое Максиму. Максим, как всегда, прекрасен. Так, ну давайте поздравим их. Просто поздравим, зарядим, скажем какие-то положительные слова в их адрес. Мне очень приятно, да, что Александр все-таки смог как-то сбалансироваться и взять, условно говоря, номинацию «Золотой Наманас». Видимо, есть за что. Могу даже примерно сказать. Друзья, поддержим Антона, поддержим аплодисментами. И у нас осталась еще одна номинация, которую мы хотели бы вручить и озвучить сами, потому что представитель этой команды находится здесь, в зале. И я передаю слово Антону Клементьеву под ваши аплодисменты. Одна из номинаций с названием «Креативное решение». Было достаточно сложное вообще как раз-таки решение выбрать из всех людей, которые у нас работают, каких-то одних вот прям креативных. Вы видели, что делает наш отдел рекламы, прямо творит креатив. Самое, что интересное, когда мы выполняем какие-то заказы и пытаемся сделать какую-то фишку для пользователей, которые заказывают такси, мы тоже придумываем некоторые креативные решения. Но в данном случае я считаю, что эту награду заслужил не отдельно взятый человек, а прямо коллектив. Но вручить ее нужно одному человеку, поэтому я приглашаю Евгения Катайцева для получения золотого Наманаса. Евгений Катайцев, аплодисменты. Будь. Спасибо. Организовывая труд этих людей, без тебя они просто коллектив. С тобой они все-таки креативные чуваки. Спасибо, друзья! Евгений, подождите, никуда не уходите. Мы знаем, что на секунду вы остался. являетесь руководителем креативного коллектива «Бункер Медиа». Так точно. И у вас сейчас есть возможность их поздравить. И мы знаем, что именно вы в этом году занимаетесь монтажом премии «Золотой Наманас». Поэтому... Вот, Дима, вы-то уезжаете. Да, а вы это все будете собирать по кусочкам. И поэтому у вас сейчас есть уникальная возможность поздравить всех своих коллег. И можете там что-то накреативить и потом добавить, я не знаю. Спасибо, Дим. На самом деле, друзья, этот Наманас получает команда, которая делала два новых бренда, «Туда» и «Бракар». Это 13 человек, это действительно большая команда, которая этим делала. Очень хорошо. Вот. И прикол в том, что это было сделано не по заданию, например, начальства, да, которое вот рядышком сидит, а это был конкурс, который придумал Митя Скоков и сказал, давайте это как конкурс профессионального мастерства. А давайте вот соберемся и что-нибудь такое вот этакое покреативим. Народ собрался, выдал конкурс,
играли для себя, скажем так, определили победителей. И из этого конкурса родилось то, что это стало брендами. Поэтому вот такая маленькая история. И всем за нее, конечно же, большое спасибо. Друзья, давайте аплодировать Евгению. Евгений, от меня лично вам огромное спасибо, потому что вы с нами здесь не первый день, мы с вами общаемся, вы душевный, классный человек, спасибо вам за это. Провожаем вас под аплодисменты в зал. Я забираю? Забирайте, золотой наманас, он ваш. Они давно здесь очень стоят, но мне кажется, мы их можем сейчас хорошо использовать, если вы вдруг скажете и поздравите всех коллег с наступающим Новым годом, ну и чем-то поделитесь своими эмоциями. Давайте начнем сначала грустно. Я думаю, что вот этот 2020 год, вот ни один человек в мире не ожидал, что именно вот так он произойдет. Вот эти события были реально непрогнозируемы. Я абсолютно уверен, что человечество и ни один человек вообще не готов к тому, что он не ожидает. То есть он не способен решать эти проблемы, поэтому мы имеем то, что имеем. Очевидно, что нет смысла ждать, что 2020 год сейчас закончится, и все проблемы останутся там позади. Я лично вообще не жду, что вот наступит сейчас вот буквально через несколько часов 21 год, и станет все хорошо. А теперь давай о хорошем. Мы занимаемся бизнесами, которые в условиях пандемии должны и могут работать. Вот этот год прямо нам показал то, что мы справились со своей задачей. Мы реально научились работать в условиях ограниченных каких-то решений властей, невозможности вести полноценно свой бизнес. То есть мы получили бесценный жизненный опыт, и мы очень за него дорого заплатили. Сумма измеряется ярдами рублей. Мне хочется вспомнить тех, кто заразился реально коронавирусом и смог перенести эту болезнь на ногах, без тяжелых последствий. Эти люди реально доказали матушке природе то, что они сильнее. И именно этот род должен жить в настоящее время, а не какие-то страшные коронавирусы. Мне хочется еще отметить такую смешную историю, что, наверное, как цивилизация надела сначала на человека трусы, потом надела как-то на него одежду, а сейчас 2020 год на человека одел еще и маски. Нам в условиях суровой такой зимы даже и в прикол, наверное, сейчас лицо не мерзнет, может ходить нормально все. Поэтому давай, желаю всем нам и всем нашим друзьям, чтобы они в следующем году стали сильнее, умнее и, главное, всегда были здоровыми. С Новым годом! А мне хотелось бы сказать словами Владимира Владимировича Познера: это был Антон Клементьев. Спасибо. И в завершении важное объявление. Мне сообщили, что от кондитерской фабрики «Славянка» прибыл сладкий представитель. Нет, это не Александр Петров, а это шикарный праздничный торт. Давайте его встречать и аплодировать.